Здравствуй, мой дорогой зритель. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы продолжаем изучать феноменальные пиксели Vampire Survivors. На повестке дня у нас, как мы, собственно, и анонсировали, так сказать, в прошлой серии, что? Пройти молочный завод, открыть 4-й стейдж. Я хочу попробовать поиграть за кадром. Я тут чуть-чуть подформил, самую капельку перераспределил, так сказать, наши ресурсы. Так сказать, чтобы у них было больше экономического value. Потому что я такой подумал, а зачем мне покупать условно 0,1 регенерацию Z в секунду за 1300, если я могу получить 5% скорости, типа за там, те же деньги условно. Вот, поэтому пораскидал немножечко все вот так, плюс-минус, можешь посмотреть, тут что, тут жадность. На 10% больше монет с каждым рангом, чтобы быстрее фармить деньги. К слову, жадность, наверное, нужно будет и прирост, собственно, наверное, в приоритете как бы прокачать, но это уже потом, это уже, да, по ходу дела. Вот, думаю, что пойдем мы за по, потому что люблю я чеснок, вот, а у него еще 25% к радиусу сбора есть, а у него минус 30% от максимального ОЗ. Я думаю, мы будем это компенсировать тем, что будем подбирать пустую сферу, хотя еще есть вариант поиграть за Эмельду Бельпаза. Да, получается, на 10% больше опыта за каждые 5 уровней она получает. То есть, ну как бы чисто теоретически, это прям хорошо. Ну, попробуем за них обоих пройти, за кого пройдем, за того пройдем, не пройдем, ну и как бы, ну его, зато нафармили. А заодно, вот вопросительный знак, я там почитал, это вот там где-то вампир живет, вот туда вот, это то, к чему нам стоит стремиться, я думаю. И, ну, будем стремиться к этому как минимум. Так, Библия Короля. Библия Короля отлично сочетается с луковицей, поэтому берем ее, берем лавр. Я думаю, лавр прекрасен всегда, особенно на этой карте, особенно когда вылазит два кольца из медузок, как минимум первое пройти без лишнего урона по лицу никогда не помешает. Логично, ведь логично. Так, взять еще одну магнитосферу, ну то есть чтобы вообще был прям бешеный радиус сбора, мне кажется, это звучит как план. Потому что встроенный радиус сбора, наш пассивный радиус сбора и магнитосфера в сумме дадут какой-то сумасшедший охват по подбору всего вообще. Единственное, возможно, да, казусы с не очень желанным подбором предметов из фонарей, но это мелочи. Я считаю, что это мелочи, мы это переживем. В принципе, думаю, что переживем. И как бы оно нам не сильно помешает. Обожаю чеснок на этой карте, потому что он ломает, собственно, эти штучки, снаряды змей. Так, ускорить снаряды. Ну, смотрите, мы точно планируем взять пустое сердце, я думаю, ну как бы надо, да. Также я думаю, что стоит брать заклинателя. Также я думаю, стоит брать какой-нибудь канделябр и откат. Это у нас так, откат пустое сердце, канделябр, заклинатель. 4. Да, это 4 слота. Вопрос. 5-й слот, ну, у нас один уже заполнен, 5-й слот, ну, что-то другое. И я вот думаю, стоит ли взять выживаемость или взять больше урона.
другой стороны, как бы, выживаемость у нас уже есть лавр, который мы постепенно будем прокачивать. А вот по поводу урона я не уверен. Скорость. Я думаю, что скорость снарядов всегда хорошо, особенно учитывая, да, что у нас есть Библия. Ой-ой-ой, как-то неожиданно и совсем неприятно вот это вот произошло, только что завтыкал, заговорился, не заметил змеюку, так сказать, на крыльце. Но постепенно будем его разбивать. Я думаю, что сейчас мы его по чуть-чуть и заковыряем. Больше чеснока. Пока что давайте брать больше чеснок, больший размер ауры, чтобы большего расстояния вот этих вот с этими ребятками разбираться, как бы, да. Но на текущий момент он для нас критичен, и все подобные ему тоже критичны. Топор. Топор или святая вода? Я думаю, что топор классный сам по себе. Сундучок. Но на самом деле сейчас я рад даже обычному сундуку. Хотя, конечно же, какой-нибудь золотой, может быть, серебряные сундучки, вот там или 3, или 5 были бы классными. Но уже 2 проджектайла. Ой-ой-ой-ой. Что это было? Непонятно. Вот. Ну, как бы, больше проджектайлов, конечно, всегда и делать это лучше, но... Так, крылья с этим мы не берем. Из защитных возьмем мы регенерацию и пустое сердце для повышения количества здоровья. Так сказать, нашего, собственно. А вот, собственно, и бычье сердце. Взять сразу? Я думаю, что можно их сразу взять. В принципе, да. В принципе, сразу собирать то, что мы и надумали. Ну, плюс-минус. Потому что... А почему бы и нет? Так, ну, в принципе, неплохо получают и зеленые на текущий момент. Я думаю, что еще больше радиус нам не помешает от слова совсем. И чуть-чуть больше урона там на единичку. У чеснока прирост урона не такой большой, конечно, как возможно хотелось бы. Но он есть, и он в любом случае. И это в любом случае приятно. Рунтрайсер. А что я хочу из оружия, в принципе? Ну, наверное, хочу рунтрайсер. Да? Наверное, я хочу рунтрайсер, просто потому что много урона наносит. А что там УПО? А УПО ничего не растет. УПО изначально больше, да, размер магнита. А что если попробовать взять кнут, да, допустим, ну вот так вот, и попытаться его как бы прокачать на максимум? Потому что при прокачке какого-то предмета на максимум, я так понимаю, у нас там открываются всякие новые приколы. Я думаю, что кнут это тот предмет, который мы еще ни разу не качали куда-то там в 7-8 уровень. И было бы неплохо, ну, как минимум попытаться это сделать. Да, я не говорю, что прям вот сделать, но попытаться стоит. И в последний слот... ну, в последний слот, наверное, что-то более массовый какой-то урон. Я бы хотел. Пока что возьмем магнитосферу и будем думать. Да, хотя, ну, кнут как бы тоже массовый-то урон. Но хочется чего-то, наверное, и еще более массового. Как это описать? Пока что, да. Где-то у меня в голове, что именно я хочу, непонятно, но я думаю, что вы поймете. Кто поймет, тот поймет. И тут вот сейчас где-нибудь, возможно, появится гигантский волк, а может и нет. Люди, ну прям хорошо идем. Можно еще увеличить магнитосферу, чтобы прям вот опыт тек рекой. Нет, Библию. Ну, по урону можем просесть, потому что сейчас начнутся новые виды врагов. По урону можем просесть, это плохо.
проседать по урону опять же нельзя. Магнитосфера это круто, но по урону проседать мы себе не можем позволить, просто потому что урон нужен всегда. Еще больше аура, еще круче все. Вот как-то он неудачно постоянно отлетает и не попадает под топоры, этот молодой красивый человек. Смотрите, а прям хорошо стоим. Прям я считаю хорошо. Ну, бычье сердце, конечно. Там нет пока что ничего из того, что мы бы прям хотели открыть. Давайте уже чеснок за максимум. Ну ладно, магнитосфера, в принципе, тоже неплохо. Гораздо больше радиус сбора. Еще гораздо. Посмотри, с какого расстояния мы все подбираем. Ой, это прям кошерно. Это прям вот в тот момент, когда все пойдет плохо и придется начинать кайтить ребятушек, мы будем собирать просто с бешеного расстояния все, что будет нам падать. Я думаю, в таком случае тогда целимся в рунтрастер. Последний слот. Наверное, да. И мне кажется, сука. Попробовать кольцо молнии? Нет, крест, по-моему, я не выкачивал на максимум. Кольцо молнии... Нет, крест выкачивал, а вот кольцо молнии однозначно нет. Может, оно себя тоже хорошо покажет. Так, как-нибудь вот так вот протиснуться туда, чтобы у меня была одна открытая сторона, как минимум точно. Было бы великолепно. А полое сердце, да, давайте. Жаль, что оно уменьшает урон в процентах. Ой, увеличивает КП, вернее, в процентах. Потому что если бы... Ой-ой-ой. Ну, собственно, вот лафа и закончилась. Теперь нам нужно целиться в увеличение урона. Потому что, да, потому что пошли враги, которых мы не можем, так сказать, убить достаточно быстро, чтобы это было хорошо. Ой-ой-ой. А как ударил-то неприятно. Да за что? Да, еще нужно не забывать. Нужно бы что-нибудь, кнут или топор прокачать, либо Библию еще раз прокачать, чтобы был больше урона. Наверное, даже по большей части Библии, хотя может быть и кнут. Я понимаю, что это как бы вот эти вот ребятушки, с которых должны падать зеленые сферы опыта, да? Аналоги, так сказать, зеленых человечков с первой карты и кого-то с библиотеки, кого не знаю, но все равно хотелось бы прям хороший урон по ним проносить. Ну, чтобы, ну не прям, чтобы, да, чтобы ваншот, но чтобы хотя бы как-нибудь. Получили. Чеснок 7 уровень. Кстати, урон уроном, а чеснок по расписанию. Да, ну типа, а чё, ну уже добить до максимума, да, как бы. И не париться особо по его поводу больше вообще в принципе. Так, нужно подняться вот сюда, вот куда-нибудь. Чтобы обновить... Ой-ой-ой. Ну за что такая душка? За что мне такая душка? Проходим вот так вот как-нибудь. Выходим из зацепления медузок. Идем отсюда. И идем пытаться собрать как можно большее количество ребяток под тележку. Главное, чтобы топоры сейчас не полетели туда, куда не стоит им лететь. Сундук. Ой-ой-ой, тройной сундук. Тройной сундук это прям хорошо, я считаю. Это как минимум много денег, но... О, это золотой сундук. Это как минимум много денег, прям очень много денег. Как максимум мы замаксили магнитосферу, получили по апдейту в 2 пушки. На 20% еще подняли хп.
область сбора еще на 20%. Что еще мы там подняли? Базовый урон на 20. Вот это хорошо от топоров. Это прям хорошо. Еще один projectile молнии непонятно. И на 33% область сбора. Ну, я думаю, прям хорошо. Прям, ну, как минимум хорошо. Как минимум зеленых топоры шотают. Уже неплохо, я считаю. Это прям очень неплохо. Да, ну за что? Так, ну повели, получается, кружиться, ребята. Повели кружиться, повели. Тележка по новой появилась. Мы вот так вот их ведем. Не получилось. Пацан к успеху ушел, не получилось, не фартануло. Так, давай. Есть. Чуть-чуть расчистили. Так, скоро 9 минута. 9 минута, нужно держаться где-то, где, ну вот, большое открытое пространство, потому что начнут бегать толпы единорогов, что плохо. Вот с одной стороны, как бы... Подожди, кажется, я немножечко просчитался и что-то лишнее взял. Да, кажется, что-то пошло не так. В таком случае, ну, я думаю, что срок нам уже не так важен, да. Нам важен, наверное, размер и откат. Ну, будем целиться в размер с откатом, а пока что прокачиваем пушки. Пока что больше урона хотим, потому что урона сейчас не хватает, прям, ну, так конкретно не хватает урона. Я бы сказал, критически не хватает урона. А где он? Вон он. Вот они, собственно, минотавры. Обошли минотавров. Хорошо. Еще я вот сейчас понял, что вот тут у нас спавнится по 2 этих. И это можно бы и пособирать, так сказать. По 4 фонаря даже. Потому что в последнюю итерацию мою закадровую, тут я как спустился, как обнаружил очень много всяких вещичек интересных. Довольно-таки. Нужно крутить в другую сторону. Вот так вот. 8 уровень чеснока доберем, в принципе. Увеличиваем там отбрасывание, зоны отбрасывания нам меньше подходят, и хорошо, чуть-чуть поднимаем урон. Не прям хорошо поднимаем урон, но что-то поднимаем. В принципе, что-то поднимаем уже неплохо. Все, сейчас просто нужно по максимуму весь остальной урон поднимать. Целиться в то, чтобы поднять сейчас как можно больше урона. В принципе, источников урона. Увеличить их. Давайте, да, вот идем сюда, получается, за мной. Вот так, сюда, да. Сюда идем красиво, хорошо идем, прям профессионально, я бы сказал, идем. Теперь мы проходим вот так вот и поехали. Собираем 2 сундука. Ну, не золотой и даже не серебряный груз, но хоть какой-то, в принципе, уже неплохо. Нам бы сейчас урон потянуть. Что это? Это гигалуковица, да? Я правильно понимаю? Это гигалуковица. Крадет сердца. Сила возрастает. Что-то там. По-моему, она как бы лечит. Серебряный сундук вообще отлично. Давайте еще больше урона подбирать. Собственно,
Лаврушка, лаврушка, перчатка. Ну, такое себе поднятие урона. Что нам дали до уровня лаврушки? Ну, на 10%, да, скорость, это понятно. Откат на 0.5, целостность щита на 0.2. Неплохо. Откат на 0.5, целостность щита на 0.2. Неплохо. В принципе-то, ну, как бы хорошо. По сути, это довольно-таки хорошо. Слушай, а чеснок начинает шотать скелетов. Базовый урон на 10. И меня лечит все это дело. Меня все это дело лечит. Давайте, ребятки, собираемся вот где-нибудь здесь, вот куда-нибудь сюда. Давай, за мной, молодые, красивые, за мной. Тут, по идее, обновилась тележка обновилась. Поехали. Плюс 1 снаряд, да, плюс 1 снаряд. Ой, меня убили. Все, да, все, это смерть. Нет, не смерть, нет, я выжил. Кто очень глупо подставился, на самом деле. Нельзя так. Но было довольно неожиданно. Я как бы думал, что я сейчас пробью стеночку эту и будет прям хорошо, а хорошо не стало. Стало прям очень больно и плохо. Больше топоров. Вот эти ребята, они очень быстрые, кстати. Зеленые скелеты. В принципе, что очень сильно меня напрягает. Ну вот, подбирать, кстати, со светильников магнит, блин, это очень грустная тема сейчас для меня конкретно. Просто потому что, ну, типа, оно мне вообще просто как мертвому, блин, припарка, реально. Так, скелетов хорошо собрали. Вот тут вот мы вот так вот как-нибудь проходим, да. Вот тут вот мы вот этих выводим сюда и надеемся на то, что спереди сильно много чувачков спавниться не будет. Спавним тележку, собираем много опыта. Один дополнительный заряд. Нет, сейчас мне нужно максимум жить, потому что получил много глупого урона и да. И да, один дополнительный заряд, безусловно, приятно, но не так приятно, как больше жить. 15 минута, нужно что-то делать, нужно как-то выходить из вот этой ситуации, вроде бы вышли. Просто окружение, это прям отвратительно, это прям худшее, что может произойти. В принципе, стремимся вверх, берем Библии, чтобы пробить, пробили, все хорошо, пробили. Говорят, почитал я, значит, Вики почитал, и говорят, что завод, в принципе, самая сложная локация для прохождения, поэтому мы сейчас совершаем подвиг, что даже вот новая локация, которая вышла, да, буквально вот-вот, она не такая жесткая, как завод молочный. И 4-й стейдж вообще, в принципе, как бы не сравним. Завод прям душный. Очень. Но, мне кажется, это по большей части потому, что ты можешь, как бы пытаешься убежать от них. И ты не знаешь, а что ждет тебя вот там вот выше. А там вот выше неожиданно появляется какая-нибудь неприятная вещь, типа, не знаю, типа домика, и ты такой, ага. Ну и кто теперь в домике, да, ребята, кто теперь в домике? Хорошо, за счет регенерации, в принципе, живем. Я думаю, что мы вот так вот делаем. Надо убить вот эту вещь и подобрать с нее сундук. Ага. Ну, Надежда умирает последней. Топоры. Урон поднимется у топоров сейчас? Если поднимется, то прекрасно. Можно? Ну, 3 снаряда тоже хорошо. Как бы проджектайлов количество всегда
всегда нас радует. Так, начинают поджимать. Нельзя давать просто себя поджимать, как минимум. Увеличивает размер на 100%, урон на 10. Вот это берем, конечно. Я не замечаю вообще, на самом деле, когда и куда она там бьет, эта молния. Вот реально прям от слова совсем не замечаю, что она в принципе есть, если быть честным. Но, наверное же есть, как бы, да? Так, окей, поехали, активируем. И собираем много опыта. Тележки прям спасение реально на заводе. Там, тележки это прям вот, это прям кайф. Тележки прям вообще, эти тележки прям дают дышать, я бы сказал. Потому что враги душат прям неимоверно. Так, мы берем канделябр, мы помним, что топор вроде как улучшается через канделябр. Я не знаю, через что улучшается. Допустим, лаврушка, молния, да, вот это вот все. Библия тоже, я не знаю, через что улучшается. Но помню, что топор точно улучшается через канделябр. Это что такое? Посейдон? Ты откуда тут взялся? Кто пустил на Vampire Survival? Ребята, вы игрой ошиблись. Вам Warcraft. Желательно в третий. Я слышал, что Reforged не такой уж и хороший на самом-то деле. Очень хочется пойти туда, но там будет их сложно подводить. Тут мы, в принципе, да, себе и идеальную тактику выживания подобрали. Плюс один снаряд молнии, да. Ищем пустой том. В принципе, да, в принципе. Наша цель найти пустой том. Наша цель найти пустой том. Вот это было нехорошо, совсем нехорошо. Так. Откуда-то еще там опыта прилетело. Нужно взять 60 уровень на этой карте нам, чтобы быть классными. Ой, это какие-то... Что это? Что? Почему эти минотавры такие жесткие? Где? А нету. Все сломалось. Мама, вызывай машину, меня фура убила. Нужно замедлиться, но они не позволяют замедлиться. А нужно. А нам нужно сейчас, нам сейчас прям нужно замедлиться, чтобы не умереть. Умерли. Грустно, а так хорошо шли. Просто если бы мы замедлились, и минотавры не были бы такими быстрыми, мы бы могли бы постепенно вот так вот подгрызать. Получено кольцо молнии 4 уровня, открыто порта. Что такое порта? А, это персонаж, наверное. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, новый персонаж. 30% к размеру. Начинает с временным бонусом к откату. А давайте попробуем. Ну вот и получилось, как бы, что мы не прошли молочный завод, но зато какой-то очень лютый бонус к откату, я вам скажу. Начинает она прям хорошо. Я все равно возьму чеснок. Я слишком люблю этот ритм, но он как бы... Давайте возьмем кнут. Реально кнут, просто потому что кнут как бы имба, я уверен. Я уверен, ну как бы большинство да, местных, так сказать, артефактов по мере прокачки будут показывать себя с хорошей стороны. Копье времени. Копье времени нужно очень сильно. Прям без него, мне кажется, что просто с ним мы бы могли пересилить вот этих вот напирающих просто минотавров, которые делали какую-то неимоверную грязь. И вот это так не могло продолжаться. Что, я думаю, что мы начинаем... Хороший вопрос. Я думаю, блин, ну действие эффекта.
Вот я немножко не туда взял, да, как бы это. Копье, хотя мне кажется, что копье актуально в любой сборке, но это не точно. Опять же, блин. Больше опыта. Просто лутаем максимум опыта, который можем. И пустой том. Хочу получить сейчас, вот прям сходу, попытаться замочить пустой том. Я не знаю, насколько это логично и целесообразно ли это в принципе, но мне кажется, что это будет хорошим решением как минимум. Давайте Библию Короля возьмем. Библия Короля отбрасывает. Чем хороши чеснок и Библия Короля? Тем, что чеснок дает хороший старт, Библия Короля дает чуть-чуть пожить по ходу игры дальше. Единственное, вот я думаю, что было бы прикольно, да, как бы встретить в этой игре механику замены артефакта. Вот, по-моему, это было бы прям идеально. Потому что, ну вот, к примеру, чеснок, мне кажется, в лейтгейме, на этой карте так точно, не самый актуальный прикол. Хотя, может, актуален, если как бы Библия имеется, то уже и актуален становится. Да. Но все же не так актуален, как, не знаю, ну, условная косточка, по-моему. Да? Да. Молнии. Молнии. Блин, так много опыта. Так классно было, играя за деда, собирать весь этот опыт просто какой-то гига-РНГ. И так мне классно сейчас, когда ты смотришь на этот опыт и не можешь собрать его с гига-РНГ. Да, ну то есть прям вот, прям расстраивает этот момент на самом деле. Может не там прям вот разочарований, но как минимум расстраивает. Еще один снаряд. Давайте попытаемся прокачать кнут и кольцо молний, чтобы, ну, во-первых, открыть какие-нибудь новые приколы, как минимум, да, в теории, а во-вторых, чтобы, собственно, посмотреть, ну, может реально предметы прям, ну, лютые, просто недооценил их, вот, ну, как бы не получилось, не фартануло. Выиграл просто на другом сетапе, да, один раз выиграл, и тот раз был на другом сетапе. Поэтому как бы и посчитал, что возможно, ну, более камильфошный вариант вот этот. Открываем сундучок. Сейчас второй Минотавр, по идее, появится. Второго Минотавра можно будет отвести на ту вагонетку и ей его пришпорить, оседлать, так сказать, да. Уменьшаем откаты, уровень 3, вообще хорошо. Это вообще хорошо, во-первых, под ледяное копье. Это вообще хорошо, во-вторых, под кольцо. Потому что, как кольцо било в начале на малых откатах, так это вообще прям, ну вы видели. Это очень круто. Шпинат берем. Я думаю, что я хочу взять шпинат. Потому что просто хочу. Не спрашиваю. Не стоит задавать лишних вопросов. Просто хочу шпинат. 5 уровень. Но оно прям... Посмотри. Оно начало бить в хорошем АОЕ, во-первых. Во-вторых, оно бьет хорошим уроном. Да, абсолютно рандомно. Безусловно. Но прям хорошо бьет.
У нее нету каких-то, да, там приростов с каждым уровнем, если я правильно понимаю. Ну, шпинат, да. Сейчас мы вложились хорошо в кольцо, пусть кольцо себя оправдывает и убивает вот там вот вокруг все. Вблизи, в принципе, за счет копья, я думаю, сможем что-то делать. В принципе-то, да? В принципе-то, думаю, сможем. Косточка. Слушай, а может давай возьмем косточку, потому что я думаю, что кольцо мы лутануть сможем, а вот косточку не сможем. Ну, типа шансы будут малы на косточку еще одну в будущем. Скорость перемещения персонажа или Библия. Я хочу скорость перемещения персонажа взять, попробовать, потому что минотавров как-то нужно убегать, миновать их. Ой, это прям прекрасно. Это какой-то 4-й или 5-й уровень? 4-й. Было бы прекрасно, если бы был 5-й, но и так тоже очень даже хорошо на самом деле. То есть, в принципе, прям неплохо, я считаю. Было бы, могло быть и вообще жестко, но как есть, скажем так. С другой стороны, мне кажется, вот тот вариант, который я, да, так сказать, в своих лелею влажных фантазиях, это было бы прям нечестно, наверное, но прям да. Я все лелею в своих влажных фантазиях, только возможность пройти, блин, молочный завод. Наконец-то его пройти, потому что, ну вот, все, где я там, да, там что-то читал, что-то смотрел, как вообще это проходится, там люди, ну, как бы уже с полностью прокачанными пассивками, и я такой, типа, так, ну, ребята, это как бы не мой вариант, есть что-нибудь попроще. И самое интересное, что как бы попроще это самое, очень сложно найти при всем при этом. Как бы попроще-то попроще, да, а как бы, ну, сильно не зарываешься. Что если попробовать взять броню? Ну, как бы, ну, здоровье и здоровье, да. Без брони, наверное, оно бесполезно. Давайте попробуем взять броню, неспроста же она стоит дороже в магазине усилений. Возможно, в ней профита больше. Возможно, это то, к чему стоит стремиться. И мы просто очень зря все это игнорируем. На самом-то деле, да? То есть, ну, как бы, по сути-то, я толком, ну, как бы, броню на максимум не собирал. И не знаю вообще, как она себя проявляет. Если бы я бы знал, наверное, в цифрах, да, насколько условно урона в процентах, там, в чем угодно, она срезает, да, приходящий в наше личико урон, я бы, возможно, бы с большей осмотрительностью к ней относился, а так, ну, как бы, ну, типа... А так не знаешь, и что делать, если ты не знаешь, да? Так, ну, в принципе... Ну, ты заморозился. Ну ты что ты за отморозок такой? Отморозок, реально. Молния, давай его бей. Давай вот в элитку лупи. Лупи в элитку. Молния, лупи в босса. Молния в босса лупи. Молния, лупи в босса. Появилась смерть. Кстати. Какой-то зеленый рипер, который я встречу. Но опять же, нужно ли оно? Вопрос. Очень хороший на самом деле вопрос, нужно ли оно. А хочу ли я, чтобы... ну, собственно, беру тупо ради вот этого предмета. Хотя уже 3 предмета поднял. Давайте возьмем. А почему нет? Ну, блин, типа... контроль лишним не бывает никогда вообще в принципе. Давайте попробуем заманить рипера на вот эту штуку. Это он типа улетел, и из него упал сундук. Или это из кого-то выпал сундук. Больше как-то непонятно, умер он или нет.
Кольцо. Какой уровень это уже у нас прокачка кольца? Это у нас 6-й. Пускай еще один снаряд. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно, вообще хорошо. Слушай, ну, да неплохо, я думаю. Ну, как минимум, на пальцах выглядит отлично. Было очень жадно мультика. Не повторяйте такого никогда. Но сундук хочу. Броня. Тем более я подобрал броню. Сейчас мы выйдем из этой щекотливой ситуации. Нормально. Сейчас все будет. Сказать. Как говорилось у великих пацанских цитатников 2007 года рождения, что будет, но не сразу. Неудачно прибежали. А вот прикинь, они бы прибежали вот с той стороны. Ой-ой-ой-ой, что было бы... Размер. Было бы вообще круто, я считаю. Ну прям, по-моему, это была бы прям имба. Имбище, я бы сказал. Очень много опыта лежит, полеживает. Надо бы его, наверное, пособирать. Стоит, как минимум стоит пособирать. Поехали. Тележечка поехала. Сундучок нам добыла. Ну все, типа есть, получается, 12 плотов. 12 плотов просто прокачивать остается, да? Хочется взять последний уровень кольца сейчас. Сейчас взять последний уровень кольца. И посмотреть, что он дает. Да. И размер еще на 100%. И урон на 20%. Он каждый раз увеличивает размер на 100%. А я вот жалею, наверное, даже теперь, что я раньше не брал это дело, потому что, во-первых, оно наносит урон в прям, я думаю, шикарном таки АОЕ. Во-первых. Во-вторых, что? А во-вторых, урон-то прям хороший, посмотри на этот урон. Ну, типа, он прям зачетный. Алло, ну, вы, может, это... Куда вы элитку толкали, мать вашу? Вижу, вы уроды. Вот сейчас нужно бы... Мне бы... Где он? Где элитка? А, вот он. Да, опять улетел куда-то. Куда улетел? Ладно, плевать, просто поехали. Уже на самом деле надоело. Постоянно кто-то выталкивает. Что-то постоянно происходит. Это уже как бы доводит меня до ручки потихоньку. И зачем оно мне надо? Мама родная, что нам хулиганам надо. Две Библии больше, чем одна Библия. Две Библии всегда лучше, чем одна Библия. Даже так. Надо, наверное... Ой-ой-ой. Мне не нравятся абсолютно вот эти зеленые скелеты, потому что они очень подло окружают и они очень быстро двигаются. Слушай, а у кнута прям отбрасывание прям лютое. Посмотри. Ты посмотри, что он творить умеет. А предмет-то прям, ну как бы, зачетный. Он прям хорошо отбрасывает. Прям я бы сказал, не против. Я вижу сундук. Стрелочка, ведущая к сундучку. 8 уровень, еще один снаряд, полетели. Вообще окей. Откаты. Уменьшаем откаты. О, мы замаксили, да, уменьшение откатов? Еще и сундук на 3 этих рола. Кайф, на 3 итема. Канделябр кнут штука. На 1 секунду мы продлеваем, да, получается, еще заморозочку. Базовый урон на 5, ну такое. Размер на 10, ну окей. Ну тут как бы стандартно.
Эффект на секунду, да, продлеваем эффект на секунду. Что хорошо на самом деле. Если этот эффект будет длиться еще на секунду дольше. Но меня очень сильно напрягают вот эти вот ниндзя-скелеты, потому что у них очень какие-то большие слишком скорости перемещений. Посмотри, как... Ой, мне так нравится, как оно срабатывает, когда там много юнитов, которых это кольцо может убить. Прям хорошо выглядит. Прям посмотри, как красиво. Много опыта. Безумно много опыта лежит, на самом деле. Надо бы его ходить просто и лутать. Нужно целиться не в то сейчас, чтобы там кого-то куда-то подвести. Меня окружили. Абсолютно бесцеремонно и отвратительно. И... Мне кажется, меня сейчас убьют. Давай, пожалуйста. Давай, больше Библии. Да вот как это назвать? Тут как-то очень много, очень высокий спавн-рейт, как будто я подобрал вот тот самый предмет, делающий грязные вещи. Вот так вот, может быть, мы выйдем. Что-нибудь здесь возьмем. Откат на 0.5 уменьшает. Чаще замораживаем. Звучит великолепно. Звучит великолепно. Тут аккуратно сейчас прям нужно очень ходить. Я бы, наверное, даже, может быть, и канделябр, конечно, взял, чтобы молния накрывала прям еще больше урон. Ой, еще больше область. Размер кнута. Кнут хорошо отбрасывает. Размер кнута, я считаю, что это то, что нам сейчас нужно. Базовый урон на 10. Базовый урон на 10. Давайте посмотрим, что кнута в конце. Блин, ну размер хочу. Что это? Что я такое взял? От чего это я столько уровней поднял? Прям как-то это, да? Вон какая-то еще одна красненькая. Подбираем красненькие. Красненькие, я так понимаю, дают прям хорошо. Дают прям очень хорошо, дают прям заморозочку. Копье сейчас мы замаксить хотим. Это приоритет. Я считаю. Почему это приоритет? Потому что, блин, вот в таких толпах проще будет выживать с копьем. Библия. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Да, неплохо, не хорошо, да и неплохо. Ну, хочется посмотреть просто очень сильно на кнут на самом-то деле. По факту, блин, как же я жадно сейчас играю. Ну, с другой стороны, опять же, прошу прощения за телефончики, да. Опять же, с другой стороны, если я не буду играть жадно, я как бы, может, и не выиграю. Без опыта-то как бы будет сложно. А опыт очень сильно нужен. В первую очередь очень сильно нам нужен опыт. Так. А его тут, да, господи, очень хочется ударить просто фонарик какой-нибудь, знаешь, и чтобы из него выпала магнитосфера. И ты такой, ну все. Да, и ты такой просто, ну да, вот это, ну не магнитосфера, а магнитик, чтобы из него выпал, а тут нету. А ну-ка, два фонаря есть. Два фонаря, курица хорошо, кстати. У нее так мало в базе здоровья? Сколько? 110 же было, почему? Почему такое ощущение, как будто, я не знаю, я сейчас
пол хп поднял. Непонятно. Что, хочется сейчас найти магнит? Мне кажется, что если мы сейчас находим магнит, то мы получаем какое-то гигантское, неимоверное количество опыта. По-моему, вот будет прям что-то жесткое должно случиться, как в тот момент, когда мы поднимем магнит. Поэтому стоит поискать магнит. Как минимум поискать. Минимум попытаться поискать. Я думаю, как минимум да. Как минимум да, как минимум очень да. Даже, ну за что? Ладно, нормально. Ой-ой-ой. Давайте, ну, урон. Все, еще на 10% поднимаем урон. Что тут по сатену влетает? Типа, сейчас, возможно, это колоссально влияет только на кольцо. Но в перспективе это будет колоссально влиять на остальные предметы тоже. Тут же как бы... Ой-ой-ой-ой, побежали отсюда. Просто бежим. Просто сейчас нужно просто, я не знаю, что делать. Что-то, что поможет минотаврам до меня не добежать. Кольцо будет их постепенно всех тут пробивать, разбивать. Что-то делать. Что-то там, да. Блин, зажал себя сам. Зажми себя сам называется. Построй свой дом мечты. Ой-ой-ой. Зареспавнились. Голда. Голда и голда. Да ну ты шутишь, что ли? Реально просто голда, голда и голда. Ну это же прям плохо. Я хочу, чтобы эти минотавры перестали бежать со всех сторон. Для этого нужно сократить конкретно популяцию суммарно мобов на экране. Но это, блин, очень сложно в текущих реалиях. Скоростью 10% возьмем. Твою мать! Ну какие, блин, медузы были? Ну это типа смерть, и я просто лутаю сундук, знаешь, прям вот. Прям, ну это панически уже просто. Панически лутануть сундук. Потому что я не вижу выхода. Да как, господи, как пройти этих чертовых минотавров? Я не понимаю. Прям от слова совсем. Не понимаю, хоть убей. Хоть убей, не понимаю. Так, ну, а собственно мы снова здесь. Я думаю, что мы прокачаем с вами. Я думаю, что мы, блин, ну 2,5% типа такое. 5%, ну как бы тоже не то чтобы. Вот тут прям хорошо, 10%. Вот эти 10% выглядят прям заманчиво, кстати. 15%. Давайте возьмем скорый. Твою же. Короче, мы делаем так, 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 так. Могу купить откат, если смогу, то прекрасно. Так, так. Пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так. Все. Скорость и срок действия прокачали на максимум. И сегодня мы на этом с вами закончим, потому что уже час прошел. Мы так и не прошли молочный завод, к сожалению. Но мы продолжили прокачивать, да, вот эти вот усиления классные. Ой, жадность упустили. Ну, получается, буду не таким уж и жадным. Вот, открыли нового персонажа, Порту, которая стартует с кольцом. И знаете что? Кольцо мне понравилось на самом-то деле. Прям очень даже. И я понял, что вот этот вот парень в теории тоже очень крут. Потому что, как оказалось, у хлыста очень сильное отбрасывание.
И в следующей серии, я думаю, мы с вами пойдем, значит, вот за этого парня, за Антонио. И, ну, как бы, так мы толком и не прочувствовали вот всю силу Матрача. Пойдем снова на завод работать, на молочный завод, да. Вот, пойдем на молочный завод, поработаем. Надеюсь, что заработаем себе заслуженный отпуск вот в этом замечательном месте. А может быть, вот в этом еще более привлекательном. Но это будет в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Гример. Удачи и до скорых встреч.